Всем привет, дорогие друзья, вы смотрите видео с канала Полезное ТВ, а в этом видео на примере перцев я покажу вам, чем я кормлю молодую рассаду до пикировки, чтобы она быстро пошла в рост. Сейчас вы у себя на экране видите как раз результат такой подкормки. Посмотрите на размер настоящих листочков. До такого размера они выросли всего за один день после подкормки. А дальше в видео вы увидите, какими они были еще вчера. Ну а теперь, собственно, давайте подготовим саму подкормку, и я расскажу, что к чему. Для приготовления этого средства нам потребуется литровая банка. Потребуются сухари 50 грамм, плюс-минус 5 грамм возможно. Сухари нужно поломать на маленькие части и сложить их в банку. А чтобы было легче ориентироваться без весов, нужно насыпать сухарей где-то третью часть в литровой банке. А хлеб можно использовать как черный, так и белый, и можно его комбинировать, совмещать. Так как полученное средство будет не что иное, как стимулятор роста на основе дрожжей. Да, их там небольшое количество, потому что это уже дрожжи после готовки, но нам как раз такие и нужно использовать для рассады. Она еще молоденькая, слабенькая, и чисто дрожжами подкармливать нельзя, так как это будет сильная концентрация. А остатки хлеба, я думаю, у всех остаются после приема пищи. Нужно их высушить и можно использовать. Теперь нужно доверху залить банку теплой водой, не обязательно кипяченой, но если вы проживаете в городе и у вас вода с-под крана хлорированная, то такую воду использовать нельзя, вы только навредите своей рассаде. Затем закрываем банку крышкой, либо же пищевой пленкой, либо, как я это делаю, надеваю сверху бахилу. И ставим в теплое, темное место для настаивания. Для этого потребуется как минимум сутки. И теперь обратите внимание на настоящие листочки на том же самом перце, перед тем, как я использовал этот народный стимулятор роста. Для удобства использования я отлил чистый стимулятор роста в меньшую банку, ничем не разводил. Это и есть готовый раствор. Теперь, когда же его нужно использовать? Обратите внимание, что настоящие листочки уже начали появляться. Это означает, что уже начинается образование корней, и мы должны нашей рассаде помочь, чтобы корневая система у рассады была более мочковатая и пышная, а в этом нам поможет этот стимулятор роста. Но не путайте настоящие листочки, вот эти маленькие, с большими семядольками, и подкармливать рассаду, как только появились семядольки и нет еще настоящих листов, бессмысленно, нет корневой системы, усваивать этот стимулятор нечему и образовываться тоже. А такого объема подкормки хватит на большое количество рассады, так как нам потребуется следующее количество: по одной чайной ложке под каждый росток. И подкармливать таким стимулятором роста нужно не очень часто, а всего лишь 2 раза до пикировки. Первый раз вот в таком состоянии, когда только появились настоящие листочки, чтобы дать быстрый старт рассаде. И второй раз мы проводим эту же подкормку таким же средством за 2 либо же 3 дня до пикировки рассады с плошек в стаканчике, чтобы рассада перенесла стресс и продолжила быстро расти и развиваться в новой почве на новом месте. Также, друзья, если у вас останутся вопросы по поводу этой подкормки, обязательно спрашивайте их в комментариях, с удовольствием на все отвечу. И еще один момент: такую подкормку нужно проводить только по влажной почве. А это значит, что предварительно свою рассаду нужно полить, так как вы это делаете, и только затем использовать данную подкормку. И главное, помните, что перекормить рассаду так же плохо, как и совершенно ее не подкармливать, а в некоторых случаях даже намного хуже. Например, если использовать каждый день этот стимулятор роста на своей рассаде, и у вас есть нехватка света, то ваша рассада может сильно вытянуться. Так что придерживайтесь тех пропорций и того порядка, как я вам рассказал, и тогда у вас все будет точно хорошо. Так что, друзья, идите осмотрите свою рассаду, и если уже подкармливать можно, то значит делайте такой настой и подкармливайте ее. А если информация с данного видео была для вас полезна, обязательно поставьте лайк, не забудьте поделиться этим видео в соцсетях с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я вам желаю удачного дня, до встречи в новых видео, пока!